4 важнейших причины, почему, возможно, вам не стоит запускать бизнес на Amazon ни в следующем году, ни когда-либо вообще. Дайте угадаю, вы рассматриваете запуск FBA бизнеса на Amazon в 2024 году. Перед тем, как вы посмотрите часовой вебинар от какого-то бизнес-гуру, который обещает заработать миллионы за ночь на Амазоне, предлагаю поговорить, кому точно не стоит запускать бизнес на Amazon. Действительно ли китайцы отобрали у нас все возможности для заработка и кто при этом может смело начинать свой путь на данной платформе. А к концу видео вы сможете взвесить для себя все за и против и уже учитывая грядущие тренды определиться, стоит оно того или нет. Давайте начинать. Погнали! Привет! На связи Андрей Головнев. И говоря о будущем на Amazon, нужно, конечно же, учитывать уже существующий опыт. Поэтому сперва приоткрою завесу моего собственного бизнеса на Амазоне в 2023 году. Это мои продажи за последние 30 дней. Очень скоро у нас планируется выход полноценного видео с итогами прошедшего года. Поэтому, если у вас какие-либо вопросы или вы хотите узнать про закулисье Amazon бизнеса, пишите об этом в комментариях, и я обязательно дам развернутые ответы в следующем видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить его выход. А теперь к теме ролика. И для начала обозначим, кому точно не по дороге на Amazon. Возможно, вам и не стоит даже начинать это делать. Первое. Вам не стоит запускать Amazon бизнес, если у вас недостаточный бюджет. Размер обязательного стартового капитала является не чем-то фиксированным и зависит, конечно же, от многих факторов. В первую очередь от того, какой именно продукт вы собираетесь запускать. Однако не верьте тем, кто рассказывает, что на Амазоне можно запуститься, стартовав с нулевым балансом на банковском счету и запустить успешный private label бизнес. Здесь я привел бы фрагмент нашего недавнего разговора с моим другом, успешным предпринимателем и инвестором Сергеем Юрасовым. Когда я говорю нет денег, это $5000. Потому что если человека сейчас 0, и он думает, что нет денег, тебе, брат, надо найти работу и заработать $5000, а потом мы поговорим, знаешь? Да. И хотя здесь речь идет о бизнесе в сфере недвижимости, суть остается та же. Любой бизнес требует инвестиций на начальных этапах. Рассматривайте это как путешествие. Перед тем, как куда-то ехать, вы же обязательно заглянете на заправку, зальете полный бак, либо купите авиабилеты, забронируете гостиницу или Airbnb. Если вы не готовы вкладывать финансовые ресурсы в начале своего пути, вам придется столкнуться с дополнительными трудностями в дороге, которые могут закончить ваше путешествие преждевременно, так и не достигнув цели. Какой же минимальный бюджет, с которым можно запускать бизнес на Amazon по системе Private Label? Исходя из множества опыта предпринимателей, которые проходили у нас обучение, у вас должно быть как минимум 5, а лучше 10 тысяч долларов, которые вы готовы инвестировать на начальном этапе в поиск, разработку, запуск продукта, а также в доставку, создание листинга, брендинга и регистрацию трейдмарк. Да, вы можете запуститься с меньшими суммами, и часто селлеры так и делают, срезая углы на рекламе, оформлении бренда и прочих, казалось бы, неважных вещах. Но все это в итоге выливается в проблемы, ведь даже при идеальном просчете бизнес-стратегии обязательно может что-то вылезти. Итак, первая причина, почему не стоит запускать бизнес на Amazon, это ограниченный бюджет. Вторая категория селлеров, кому не стоит запускать бизнес на Amazon, это люди, которые хотят быстрого результата. Крайне популярный, я бы даже сказал бы, клинический случай. Вы видите рекламу, где успешные предприниматели на своем Lamborghini под пальмами рассказывают, как достичь того же успеха без вложений, смс и регистраций, да еще и за месяц. Но всего лишь нужно купить курс или пройти марафон. Конечно, ребята, образование — это краеугольный камень абсолютно в любом деле. Однако за каким-либо успехом стоит труд и инвестиции собственного времени. Не стоит обманывать себя поиском простых решений. Это не про Amazon. Бизнес на Амазоне — это не просто и не быстро. И этого не нужно бояться. Но решая начать бизнес на Амазоне, нужно быть приземленным и адекватно оценивать ваш потенциал и временные затраты. Рассчитывайте заработать десятки тысяч долларов уже спустя месяц, вложив всего пару сотен. Amazon Private Label тогда точно не для вас. Более того, в целом бизнес не для вас, потому что бизнес так не работает. Amazon — это не дерево, посадив которое уже через несколько месяцев вы начнете снимать плоды в виде бумажек с портретами американских президентов.
конкурентов. Третий пункт, кому точно не стоит запускать бизнес на Амазоне, это люди, которым делать впадлу, или другими словами, если вам просто лень. Хотите интересную работу, которая приносит много денег? Хочу. Тогда встаньте с дивана. Лохотрон. Если вы ощущаете недостаточность мотивации в данный период жизни, если вам сложно совладать с самодисциплиной, если вы боитесь принимать решения и брать за них ответственность, хотите и ищете легкого заработка, где не нужно ничего делать, private label бизнес вам не подойдет. И здесь очень важно вообще понимать вашу глубинную мотивацию. Зачем вы хотите делать данный вид бизнеса? Я встречал много людей, которые собирались запускать бизнес на Amazon не потому, что они действительно этого хотели, а потому что Amazon делают все, кому не лень, и эти ребята просто велись на хайп. Даже если у вас есть неограниченные денежные ресурсы и знания, они улетят в трубу, если не конвертировать их в развитие вашего продукта с помощью непрерывной работы и, естественно, ваших временных вложений. Четвертая причина не запускать бизнес на Amazon, в отличие от предыдущих, действительно является проблемой глобальной, а не вашей лично. И она связана с количеством селлеров на Амазоне. Об этой причине особенно любят говорить те, кто считает, что Amazon уже не тот. На Амазоне ничего не заработать, уже поздно и так далее. На данный момент общее количество селлеров на Amazon US достигает почти 2 миллионов селлеров, согласно данным Jungle Scout. Можете представить себе такую цифру? 2 миллиона. Это как население целой страны размером с Латвию или Эстонию, где каждый житель селлер. Вот только в реальности Amazon перенасыщен представителями совсем другой страны. Ежедневно на Амазоне появляется почти 4000 новых селлеров. И неудивительно, что с такой статистикой неотвратимо будут возникать негативные мысли и впечатления перенасыщенности. Но давайте разберемся, правда ли это нерешаемая проблема для private label бизнеса. Корень этой проблемы в том, что запуская рядовой продукт на Амазоне, ничем не выделяющийся среди других, ничто не мешает вашим китайским конкурентам скопировать данный продукт и продавать значительно дешевле, обваливая таким образом цены. Но вот вам еще немного статистики, которая говорит, что не все так плохо. 43% селлеров на Амазоне преодолели планку в $100 000 годовых продаж, а преимущественное большинство, 63% селлеров в первый же год стали прибыльными. Так как же добиться таких результатов с вездесущими китайцами? Очевидно, что нужно сделать уникальный продукт и, что самое важное, создать сильный бренд, который нельзя просто так взять и скопировать. Если вы не готовы работать над брендом, создавая по-настоящему стоящий в глазах клиентов продукт с реальными конкурентными преимуществами, то вам будет крайне сложно удержаться на плаву в океане с большим количеством дешевых китайских продуктов. И вот они, 4 важнейших причины: ограниченный бюджет, желание быстро получить суперприбыли, нежелание работать для достижения цели и отсутствие брендинга и конкурентных преимуществ у вашего продукта. Теперь, когда все, кто хотел ничего не делать и косить бабло, успешно слились, рассмотрим, кому и почему стоит отправиться в это путешествие и все же запустить бизнес на Амазоне в 2024 году. Первое. Так как мы говорили об отсутствии бюджета, причинах не запускать бизнес на Amazon, то и здесь нельзя упомянуть об этом. Предположим, что у вас есть средства или связи и желание, чтобы эти средства не просто лежали без дела, а приносили доход. Какие у вас есть варианты для инвестиций, предположим, $10 000? Первое, что приходит на ум, когда речь заходит об инвестициях, это недвижимость либо сток-маркет. Подробно об инвестициях в недвижимость мы говорили уже в упомянутом сегодня подкасте с Сергеем. Смотрите его тут. И хотя есть разные варианты получения дохода при разных бюджетах в недвижимости, то, что обычно представляют, говоря об инвестициях в недвижимость, доступно при бюджетах в разы больше, чем $10 000. Сток-маркет значительно более лояльная область инвестиций в данном плане. И $10 000 весьма неплохой стартовый капитал. Но вот как выглядят дела на самом деле. Средняя прибыль на сток-маркете составляет 10% прибыли в год, что в расчете на месяц $83, из которых вам, конечно же, придется заплатить налог, и после всего вы остаетесь с доходом в $50 в месяц, вложив $10 000. И здесь у меня к вам вопрос: как много изменят дополнительные
50 долларов в вашей жизни. Станет ли это достаточным оправданием вашей инвестиции? Разумеется, 50 долларов это лучше, чем ничего. Но, ребят, откровенно говоря, эти деньги даже не покроют вам ужин в ресторане, не говоря о том, чтобы кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Поэтому, если вы действительно хотите изменить вашу жизнь за счет инвестиций этих 10 тысяч долларов, инвестируйте в себя. И нет, я не подвожу к тому, чтобы потратить все эти деньги на саморазвитие, купив несколько курсов. Бесспорно, знания важны. Ведь все, что вы будете делать без теории, будет бесполезным или даже пагубным. Но и теория без практики тоже сильно не поможет разбогатеть и создать успешный бизнес. Поэтому лучшим видом саморазвития является, естественно, набор опыта. Бизнес на Амазоне — это крутейшая возможность с минимальными рисками набрать такой опыт. Только спустя годы после того, как я испробовал разные варианты вложений и в итоге пришел к запуску бизнеса на Amazon, я понимаю, что в свое время у меня попросту не было других реальных вариантов инвестирования, которые могли бы обеспечить в итоге рост с условных 10 тысяч долларов до сотен тысяч, а потом и до миллиона. И это первая причина, почему я рекомендовал бы вам начинать бизнес на Амазоне. Вторая причина. Вы хотите иметь свободу и независимость. Вы хотите сами распоряжаться вашим временем. Вы скажете, ведь этого хотят все. Поверьте, ребят, для многих стабильная работа с 9 до 5 без выхода из зоны комфорта — это их приоритетный и осознанный выбор. И в этом нет ничего зазорного. Однако FBA бизнес дает вам возможность быть более финансово свободным и самостоятельно определять свой график работы. С небольшой ремаркой: хотите вы того или нет, вам придется потрудиться первое время. И спустя некоторое время ваши усилия приведут к тому, что бизнес начнет поддерживать себя сам, а вам необходимо будет контролировать процессы, и менеджить бизнес может занимать гораздо меньше времени, что даст вам возможность свободно решать, когда и чем вы хотите заниматься, не беспокоясь о финансовой стороне вопроса. И это, пожалуй, важнейшее преимущество именно FBA бизнеса. Когда мы говорим о запуске FBA бизнеса, мы также рассматриваем его как ассет, который в перспективе можно продать. И в отличие от таких бизнесов, как онлайн-арбитраж, дропшиппинг, либо wholesale, private label бизнес — это полностью легитимный бизнес, который пользуется спросом у инвесторов и агрегаторов. Создавая private label бизнес, вы создаете бренд, накапливающий ценность. И спустя годы, помимо дохода с продажи продуктов, вы сможете получить доход с продажи самого бизнеса. И уже потом вы можете вложить эти финансы, к примеру, инвестировав в ту же самую недвижимость или в сток-маркет, которые теперь будут приносить уже десятки и даже сотни тысяч долларов в год. Кстати, в нашем обучении уже с самых первых уроков мы сразу настраиваем наших учеников на построение именно такого бизнеса, который они смогут продать уже через несколько лет. И последняя причина, по которой вам стоит начинать private label бизнес на Амазоне, непосредственно связана с самым большим трендом уходящего года. И в 2024 году, я уверен, станет переломным фактором для большинства Amazon-селлеров. И я говорю, конечно же, об искусственном интеллекте и о том, как AI кардинальным образом меняет подход к ведению бизнеса. Всего год назад, и в это сложно поверить, никто даже не мог представить, что уже сегодня, на текущий момент, будут такие сумасшедшие инструменты, как ChatGPT, как AI-боты, как создание аватаров. Это просто взрывает мозг. Раньше я работал без данных инструментов, и на сегодняшний день я просто не могу представить свою жизнь без чата GPT. Я использую его каждый день практически для всех задач. Поиск новых товаров, написание листингов, анализ конкурентов, создание и позиционирование бренда и многие-многие другие задачи. Запуская Amazon Business в 2024 году, вы просто обязаны воспользоваться возможностью обойти конкурентов, пользуясь таким крутым преимуществом. Как вы можете использовать искусственный интеллект для создания и либо прокачки вашего Amazon бизнеса, я рассказываю в этом видео. Увидимся там!